Привет, это Foodstorm и я Иван Ефимов. Нет, конечно, я Антон Романов, но Иван Ефимов у нас в гостях, и он профи по работе с рыбой. Шеф-повар, ведущий мастер-классов, рыбных дел мастер. Начнем с ножей. Маленький нож удобен для очистки от чешуи. Филейный для разделки на филе. Японский традиционный нож для нарезки рыбы. Также ножницы мега полезны при разделке, но самым главным критерием является острота. Первое, с чем мы сталкиваемся, это выбор рыбы. Глаза выдают рыбу. Если нас пытаются обмануть, промывая рыбу от запаха 10 раз в день, то пелены с глаз не снять. Глаза должны быть яркими. У нас рыбка полежала, пока ждала своего звездного часа. Не самый лучший пример свежей рыбы. Второе. Жабры. Они должны быть розово-красные. Если они коричневые, серые, темные, не берите эту рыбу. Третье – это сама тушка. Ткните пальцем в филе, и если оно упругое и возвращается в исходную позицию, то рыба хорошая. Если остается вмятина, то рыба не первой свежести. Берем маленький нож. Зачищать рыбу нужно против роста чешуи. А вот то, что поможет оставить кухню в порядке после очистки. Кладем рыбу в пакет и чистим. Мы раскрыли пакет, чтобы вам было видно, что происходит внутри. Вы же прикройте рыбу полностью, чтобы чешуя не разлеталась. Одной рукой придерживаем рыбу и легкими движениями счищаем. Теперь важный момент. Угол ножа по отношению к рыбе должен быть максимально острым. Так чешуя легче счищается и меньше разлетается. Еще одно правило, чтобы облегчить очистку. Нож держать не перпендикулярно, а по диагонали. Так будет меньше сопротивления. Когда закончили, моем рыбу под холодной проточной водой, выкидываем пакет, наводим порядок. Важно протереть рыбу от влаги, чтобы она не скользила по доске. Многие при разделке рыбы слишком глубоко погружают нож, и это сразу повреждает внутренности. Чистка превращается в муку. Острие ножа отворачиваем от рыбы. Находим анальный плавник и вставляем острие. Придерживая рыбу левой рукой, если вы правша, или правой, если вы левша, режем вдоль туловища кончиком ножа, не заходя глубоко. Чтобы разрезать твердую частью головы, лучше всего воспользоваться ножницами. Вся линия брюшка открыта, сразу отделяем жабры ножницами. Они крепятся в двух местах: нижней челюсти и внутренней. Вот тут. Теперь внутренности очень легко удаляются одним движением, и остается только отрезать их с другой стороны. Последнее. Очищаем лимфоузлы под проточной водой. Или, проще говоря, промываем рыбешку. Рыбку промыли, она чистенькая и внутри, и снаружи. Максимально просушиваем. Теперь ее можно запекать или варить. Никакой горечи не будет. Если нужно разделать на филе, то едем дальше. Чтобы отделить голову от тушки, не режьте рыбу перпендикулярно. Вот так не режьте. Теряет много около головы. Правильно это делать так. Положив нож под плавник, держим нож под углом, как идут жабры. Надрезаем до центра. Переворачиваем рыбу. И также до центра, упираясь в позвоночник рыбы. Хоп. Пяткой ножа дорезаем позвонок. Небольшой секрет, как держать рыбу, чтобы она не скользила. Обверните хвост рыбы в бумажное полотенце. Теперь срезаем нижний и верхний плавник. Старайтесь срезать одним движением. Снимаем филе, придерживая плоскость рыбы левой рукой, чтобы она не уходила в стороны. И режем так, чтобы чувствовать, как нож проходит по позвонку. Старайтесь не пилить, а резать одним движением, а то филе будет рваное. Вы почувствуете, если нож начнет касаться руки. Главное, старайтесь это делать без резких движений. Теперь филе кладем в удобное положение и, подсунув нож под ребра, вырезаем их опять одним движением. Если нож уже закончился, приподнимаем ту часть, которая срезана, кладем туда нож и опять одним движением режем. Дойдя до края, просто срезаем все ненужное. Последняя часть – оставшиеся кости. От них избавляемся щипцами для рыбы. Это, кстати, очень хорошее приспособление, если вы часто работаете с рыбой. Вот такие красивые филешки, которые вы можете сделать сами. Нужно только немного практики. Ребят, если вам понравился такой формат детального разбора, то я жду от вас лайкосов и комментов. Что как не это является индикатором актуальности темы.
Конечно же, не забудьте подписаться и заняться едой. Это был Фудсторм, Иван Ефимов и Антон Романов. Пока!